Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя, и вы на моем канале «Счастье в нас самих». Сегодня, как и каждый день, карта дня, советы на день. Сейчас мы посмотрим среду. На что обратить внимание в среду, что, собственно говоря, сделать, а что, может быть, и не делать. И, конечно же, как я вот уже по своему опыту, делая эти расклады уже почти год, на каждый день понимаю, что очень часто карты показывают ваше внутреннее состояние и как от этого избавиться, если ваше внутреннее состояние не соответствует тому, что вы хотите видеть. Ну что, терпение. Придут какие-то выплаты вам в этот день для тех, кого это интересует. Это может карта проиграться так, что придут какие-то выплаты, но не полные. Не полностью вся сумма гонорара, например, не полностью вся сумма зарплаты. Я хочу сказать, что для некоторых, для тех, кто работает на кого-то, это может быть своего как аванс. Я знаю, что в компаниях есть компании, в которых выплачивается аванс, а потом остальная сумма идет как зарплата. У некоторых идет разделение на как бы понедельная выплата раз в 2 недели, а некоторые получают 2 раза в месяц. Так вот, тут может быть и такое. Ну, а для тех, кто в бизнесе, вот тут, да, может прийти неполный гонорар, неполная выплата за товары, за услуги, за сервис. И, соответственно, эта карта говорит о том, что волноваться не стоит, наберитесь терпения, и все остальное придет. Это еще не полный результат. Точно так же, если мы говорим о работе, о проектах, то если вы ожидаете, что в этот день вы закончите проект, что могут быть такие ситуации и происходить такие события, в которых нет, у вас не получится закончить проект, но опять же, ничего глобального, ничего фатального в этом нет. Давайте мы посмотрим, что же еще нам скажут карты. Вот тут карты говорят, что слишком уж много вы усилий прикладываете и слишком сильно хватаетесь за ситуации, поэтому, может быть, и отталкиваете от себя более быстрый результат. И еще в ваших силах сделать все, чтобы ваше состояние, чтобы ваша работа, ваш бизнес были более комфортны, по крайней мере, для вас. Ведь ваш комфорт, ваше внутреннее состояние и притягивает, и делает то, что с вами происходит, и, соответственно, что происходит в бизнесе, в отношениях, в здоровье, в финансах. Вот все, что с вами происходит, притягиваете вы сами. И вот тут эта карта говорит о том, что в ваших силах сделать для себя, ну и, соответственно, для бизнеса, для работы все более гармонично. И вот эту ситуацию для тех, у кого, я говорила, неполная выплата или незаконченный проект, вы и притянули своими усилиями. Что-то вы сделали слишком. Это тоже неправильно. Иногда лучше не доделать, чтобы потом подойти к финишу и точно знать, что надо завершить, чем переделать, а потом исправлять. Исправлять намного тяжелее, чем доделывать. Вот так я вижу здесь ситуацию. Ну и еще
Смотрите, вы ожидали в этот день больших перемен, больших завершений. Может быть, действительно, не может быть, у некоторых из вас идет завершение какого-то большого проекта, и вы ожидали, что вот придут большие перемены в этот день, но этого не произойдет, а по какой причине я вам уже сказала. Наберитесь терпения, все-таки результат, полная выплата и вот все, что я сказала выше, придет немножечко позже. И еще вот по этой карте я могу сказать, что с одной стороны вы ждете, а с другой стороны, вы еще чего-то боитесь, вы боитесь каких-то перемен, и тем самым вы отдаляете завершение проекта, полную выплату. Вот все, что я сказала выше. Поэтому научитесь принимать и не бояться перемен тоже.